Ребята, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы находимся в Южной Корее, в городе Сеул. И сегодня совершим небольшую прогулку по столице. Первая красивая точка на сегодня – это озеро Сокчхон. Это искусственное озеро глубиной всего лишь 4,5 метра, а протяженностью 218 квадратных метров. Особенно здесь красиво весной, в конце марта и в начале апреля, когда цветет сакура. Да, но мы, к сожалению, немного не успели, но зато у нас есть другой большой плюс. Это то, что сейчас на улице тепло, погода порядка 20 градусов и очень-очень комфортно гулять по столице Кореи. А во время цветения сакуры здесь очень холодно, поэтому нужно брать с собой куртки, теплую одежду, а мы гуляем в легких кофточках. Само озеро разделено на западную и восточную часть. Здесь много красивых променадов, аллей, по которым можно прогуляться. Также с многочисленных обзорных площадок вокруг озера можно увидеть самую высокую башню в Сеуле и пятую по высоте в мире Lotte World Tower. Ее высота 555 метров. Имеет она 123 этажа. И пока мы гуляем по озеру, по его вишневому саду, а сакура — это именно вишня, для тех, кто не знал, мы расскажем о правилах въезда в Корею. Сами мы приехали из Гонконга, но они схожи с теми, что и если бы вы приезжали из России. Необходимо заполнить онлайн-анкету КЕТа. Необходимо заполнять за 72 часа до прилета. Нам ответ пришел буквально через 2 часа. Нам подтвердили. Далее в самолете вы заполняете еще 3 документа. Первая — это анкета здоровья. Вторая — это что вы прилетаете, общая информация. И третья — это декларация вашего багажа и наличных денег, если вы берете больше 10 тысяч долларов. Таким образом, получается 4 формы, которые нужно заполнять для въезда. Но визу мы прошли очень быстро, нам поставили штампик, и у нас теперь есть 2 месяца в Южной Корее. Правда, мы будем здесь не 2 месяца, а гораздо меньше. Также лучше иметь обратный билет и забронированный отель. Да. У нас это не спросили, но в любой момент вас об этом все-таки на контроле могут поинтересоваться. Сейчас мы перешли на другую часть озера. И здесь мы увидели парк аттракционов, который называется Lotte World Adventures. Здесь и вагонетка сверху, плюс много других аттракционов, какая-то ледовая площадка здесь есть. Я так понимаю, что эта вагонетка переводит с скрытой части этого мола до открытой части этого парка. Я думаю, может быть, мы еще как-нибудь туда сходим. Цена на этот парк всего лишь 2500 рублей, для взрослых, для детей еще дешевле. Сейчас мы находимся на огромном перекрестке, движемся в сторону автобусной остановки. Покажем вам, как пользоваться общественным транспортом. Очень много высоток, конечно, не Гонконг, но тоже впечатляет. На самом деле, пользоваться общественным транспортом в Сеуле и в других городах Южной Кореи очень просто. Когда вы прилетаете в аэропорту Ичхон, в городе Сеул, вы прямо на месте можете сразу купить транспортную карту, которая называется T-Money. Она стоит 4000 вон, или это примерно $3. После чего на нее сразу же там же можно положить денежку, там 10 или 20 тысяч вон, в зависимости от ваших потребностей. Проезд стоит чуть больше 1000 вон на общественном транспорте.
И после чего вам выдают карточку. Вот так она выглядит. Бывает с разным рисунком. Вот в данном случае это мишка с сердечками у нас. Мы сразу взяли 2 транспортные карты, чтобы было удобно. Можно купить, конечно, одну. Проходить в автобусах по одной. Но в метро мы не уверены. Там все-таки нужно, что в автобусе, что в метро, пробивать карточку в самом начале и потом еще на выходе. Поэтому, не знаю, мы решили взять сразу 2, не переживать. И сейчас уже по приложению Google, по картам Google мы пришли на остановку, откуда и отправляемся дальше. На входе и на выходе прикладываем карточку, проезжаем 6-7 остановок, стоимость, как вы видели, 1200 вон. Мы сейчас приехали к торговому комплексу Коекс. Внутри него находится очень необычная библиотека. Пойдемте с нами. Пройдя немного магазинчиков с корейскими не только брендами, мы оказались в библиотеке, которая называется Starfield. И она, конечно, знаменита своими огромными масштабами. Библиотека Starfield знаменита своими 12-метровыми стеллажами и необычным дизайном полок. Также для любителей кофе здесь находится кофе Starbucks. Можно на эскалаторе подняться на 2-й этаж. Здесь также огромное количество стеллажей с книгами. Кстати, они находятся в свободном доступе. Можно, то есть, подойти, взять какую-либо книгу. Вот, например, на японском языке или на корейском. Почитать, полистать, посмотреть. Сейчас мы вышли из торгового центра и по искусственному газончику направляемся к одной популярной скульптуре. Совсем скоро мы вам ее покажем. Скульптура в виде скрещенных рук. Звучит композиция известного певца Psy, который, кстати, протестовал против открытия ее в 2016 году, но скульптура все же появилась здесь и радует глаз туриста. Говорят, что скульптура очень дорогая, она стоит 20 миллионов рублей, перевожу сразу на наши деньги. И многие местные жители считают ее уродливой. Но для туристов это знаменательное такое место, где можно фотографироваться и танцевать под эту музыку. Совсем недалеко от шумных торговых центров располагается храм, который называется Бонгеунса, и он был основан в конце 8 века. И он является одной из главных достопримечательностей для туристов, которые приезжают в Корею. Мы видим неспроста очень много монет в этом пруду, потому что некоторые подходят, произносят небольшую молитву и пытаются попасть монеткой прямо в чашу сидящему Будде. Центральная аллея украшена вся в фонариках разного цвета: красный, синий, розовый, зеленый. В этом храме существует специальная туристическая программа. При желании любой турист может здесь остановиться на целый день и почувствовать себя в роли буддийского монаха.
Также этот храм знаменит своим большим Буддой, который стоит на цветке лотоса и приветствует всех тех, кто ему молится или медитирует здесь. Еще огромное количество маленьких скульптур Будд. Мы точно не знаем, что они обозначают, но они все выполнены в едином стиле. Их здесь очень-очень-очень много. Также на территории мы обнаружили огромный колокол и барабан, но вход сюда закрыт. Сейчас я ненадолго зашел в храм. При входе нужно обязательно снимать обувь. Ну а дальше вы видите много людей, которые молятся, поэтому снимать внутри храма, думаю, не очень уместно. Друзья, мы в вечернее время пришли к мосту, но это необычный мост, он называется Фонтан Радуги. Совсем скоро, когда стемнеет, мы с вами увидим красочные представления. И вообще этот мост считается, мост-фонтан, самым длинным в мире. Протяженность в одну сторону 570 метров, соответственно, в обе стороны больше километра. Здесь можно увидеть многих людей, которые так же, как и мы, пришли сюда, чтобы провести свой вечер. Многие взяли с собой пледы, вино, очень интересно проводят время. Да, пришли сюда с покрывалом, с едой, с напитками. Но совсем скоро начнется водное шоу, которое мы с вами также посмотрим. Потихоньку уже темнеет, холодает, поэтому даже надел теплую кофту. Людей собирается все больше, как вы видите. Этот фонтан в будние дни имеет всего 3 представления с 8 часов до 9. Получается 8, 8:30 и в 9. Лишь 3 представления. Длятся они 15-20 минут. В выходные праздничные дни еще добавляется по одному представлению в 19:30 и в 21:30. Ну а так, на самом деле, казалось бы, обычный, ничем не примечательный мост, по которому ездят машины, но совсем скоро там начнется водное лазерное представление. Возможно, само шоу не вызывает эффекта вау, но зато атмосфера вокруг, приятная погода просто потрясающая. Ну и, конечно же, удивительно, мост и фонтан в одном месте. Если вы когда-нибудь видели мост-фонтан, друзья, напишите об этом в комментарии. Мы такое видим впервые. Ну а мы отправляемся наконец-таки на ужин. Мы пришли в особенный ресторан, который называется, как вы видите на буклете, сложное название, не знаю, как правильно выговорить, не хочу допустить ошибки. Ресторан посвящен дворцовой кухне, которую ела династия Чосон. Мы сегодня будем пробовать настоящую королевскую кухню. Сидим мы в отдельной комнатке. Посмотрите, какой здесь интересный интерьер. И главное, что эта кухня, она отличается от той кухни, которую можно попробовать в других корейских ресторанах. В ресторане есть несколько видов сетов, и мы выбрали один из них. Он называется «Королевский дегустационный лист». Будем пробовать все блюда из этого списка, из этого меню. Нам принесли первые закуски. Они все необычные. Я не успеваю запоминать названия, которые говорит официант. Но вот здесь вот у нас сухие закуски. Здесь у нас кимчи в воде, так он и называется. И здесь у нас каша из морских водорослей. Начнем дегустацию именно с каши, потому что она еще теплая. Хотя нет, она уже комнатной температуры. Это действительно каша. Но, знаете, вкус напоминает это словно каша из семян чиа. Интересный вкус. Когда уже немножко распробуешь, ощущение, как будто бы там и мак, и орех. Не знаю,
Это такое необычное, это, конечно же, каша без молока. Я впервые такое пробую, очень интересно. А вода здесь служит в качестве рассола. Хочу попробовать и кимчи, и цукини. Вот это мне нравится. Это, знаете, как маринованное. Очень вкусно, похоже просто на наши обычные маринованные овощи. Я думаю, даже Кириллу понравится, потому что он не любит именно кислое, а здесь они, знаете, сохраняют и свежесть свою, и здесь очень сладкий рассол, приятный. Так, готовимся к серьезному ужину сегодня. Постелили, чтобы не заморать штанишки. Взяли себе вот эту вот тарелочку с миниатюрными различными блюдами, закусками точнее. Нам сказали, что вот это каштан. Ну, собственно говоря, мы это прочитали. Слушай, это неплохо. Да? Да. Каштан оказывается вкусным, мы где-то его пробовали, но нам не зашел. А здесь он вымоченный. Он получается такой, ну, мягкий, как будто он... Пропитан чем-то? Да, он такой, как бы сладенький и... внутри сок такой сочится. То есть, каштан-то вкусно оказывается. Давайте попробуем пока что-нибудь другое. Это у нас водоросль вместе с медом и чем? По-моему, орешками. Не помню точно. Ну, давай попробуй. Там хани и что-то еще. Это очень похоже вот на эту кашу, которую Том только что кушала. Такая же консистенция вот арахисовой пасты. Небольшой вкус. В принципе, очень изящно. Я думаю, нам было бы еще более изящно, если у нас был какой-то хлебушек, да, либо что-то вот такое. Такие вот маленькие закусочки, они вкусненькие. Переходим дальше. Вот такая вот штучка. Внутри грецкий орех, а снаружи... Я вспомнил, прошлый водоросль там тыква. Тыква и мед, да. Не водоросль. Так, ну здесь это прям чистейший десерт. На черчхау не похож? Да, похож, только мягкая консистенция, ну, за исключением ореха. По-моему, это что-то типа абрикоса, либо персиком, да. Ну, вот это. В сиропе. В сиропе, да. И грецкий орешек. То есть, на самом деле, очень вкусно, мягко, но как будто десерт. Ну, вот это пока мне очень понравилось. Больше всего, наверное. Ну и каштан тоже великолепный. Так, есть еще вот такой вот беленький цветочек. Не знаю, что это, но это похоже на сушеный кальмар. Ого, так, давай сюда. Тот самый, вот давай просто попробуем. Вот сушеный кальмар наш, вот который вот мы привыкли в пачке. Очень похож. Ну, вкуснятина. Здесь есть еще вот такой кружочек. Слушай, попробуй вот это вот, которое коричневое с этими цветочками. Ну, у нас еще есть вот такое вот. Нечто похожее на бобы. Так. Это как, ну, горох или бобы, но безвкусные. Даже с небольшим горьким оттенком. Не знаю, друзья, если знаете, как вот этот вот овощ называется, напишите, интересно, потому что особого вкуса нет, но присутствует такая небольшая, знаете, как терпкая составляющая. Попробуйте тоже. Да, я тоже не чувствую вкуса особого. Ну и последнее, что мы здесь видим на тарелке. Вот такие вот, во-первых, маленькие штучки. Маленькие-маленькие совсем. Эти маленькие штучки не что иное, как кедровые орешки. Вот именно вот эти. Под которыми находится вяленое мясо. Я бы это обозначил именно как вяленое мясо. Такой небольшая пластиночка. На самом деле интересно. Попробовать всего по чуть-чуть. Тем более то, что ты раньше не пробовал, весьма разнообразный такой получается. У них, знаешь, вот, как можно сказать, что как сыр с медом вот пробуем, да, мы что-то сладкое с несладким. Вот то же самое, да, получается, что сладкий кедровый орех и вяленое мясо. Ну, интересно, каштан я, пожалуй, доем. Друзья, вот так выглядит меню сегодняшнего нашего ужина. Кто успеет, прочитает, либо ставьте на паузу.
следующая наша закуска называется 9 блюд. Platter of 9 Delicious. В середине у нас небольшой блинчик. Итак, там их несколько, мы их вот так вот поднимаем. Получается такая вот лепешечка. Кладем. Дальше мы выбираем, что мы хотим из этого. На самом деле мы пока не пробовали из этого ничего. Но здесь есть морковка, мяско, что-то еще, какие-то сыры, грибочки, интересные штучки. Вот сейчас мы немножко это все попробуем. Потом добавим немножко соуса. Так, ну, допустим, что допустим? Вот этого черненькое, не знаю, что это. Понятия. Либо водоросли, либо какие-нибудь грибы. Да, не знаю. Пойдем сюда. И вот немножко желтенького похожего. Мы как-то пробовали овощной ролл, и там было нечто похожее. Штучка. Так, теперь немножко соуса. Раз, все, смочили. По крайней мере, так нас учили кушать это блюдо. Надеюсь, ты меня снимаешь, а не куда-то на сторону. Все это дело сматываем. Ну, можно палочкой, можно руками, я думаю. Итак. На самом деле соус оказался ничем иным, как нашей горчицей. Абсолютно такая же, немножко жгучая, немножко сладкая, вкусненькая. Ну, а закуска прикольная. То есть сама эта лепешка, это как блинчик. То есть абсолютно вот такой маленький блинчик из теста приготовленный. Внутри закуски, ну, не знаю, сложно сказать, что где, но везде какие-то овощи, какие-то грибочки. Немножко вот здесь мяско мы видим, морковка, то есть все вкусно. И с горчичкой получается, ну, мне вот это очень нравится, великолепно. В общем, я поняла, как тебе нужно готовить. Тебе нужно приносить отдельные ингредиенты дома и лепешку. Ты сам все делай. Я сам все, да, сам себе мастер. Пока класс. Так, друзья, с закусками покончено. Переходим, ну, не сказать, что к основным блюдам, но уже приближаемся. Это у нас шпажка с мясом и овощами. Также здесь посерединке идет прослойка из грибочков. Это какие-то местные уже во фритюре. Деликатесы, Деликатесы, да. И плюс такая вот острая какая-то, как ее назвать, капусточка. Вот. Ну, давайте прям так пробовать со шпажкой. Ну, мясо нежнейшее. Все нежнейшее. Сами стручки, конечно же, мягчайшие, поэтому здесь вопроса быть не может. Сейчас я еще скоро до мяса доберусь. Еще хочется попробовать вот эти вот деликатесы местные. Давайте сначала попробуем грибочек. Сейчас я до грибочка доберусь. Легкая, нежная. Ну, можно и приписать число закусок, но уже таких серьезных, потому что с мясом все-таки. Так, ну и здесь у нас острая капуста некая. Ну да. Так и есть. Немного похоже на имбирь чем-то. Прям такая перебивающая вкус. Слушай, может быть, это имбирь есть? Может, имбирь есть. Не знаю, похоже на имбирь. Ну и вот эти вот местные зажаренные деликатесы. Похоже на рыбные чипсы. Нет? Что Это скорее овощное. Там какой-то, ну не знаю, либо овощ, либо стручок. И вот во фритюре он такой сладенький. Ну то есть... Еще здорово, что каждое блюдо маленькое, да, есть возможность попробовать. Ну, конечно, маленькое, потому что на самом деле в этом дегустационном листе этих блюд, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, порядка 10 блюд сегодня мы с вами должны отведать. Ну, еще вот напоследок. Панировка сладенькая, вот эта беленькая. Это очень вкусно, не знаю. Что-то уже с ореховым вкусом. И все в этой белой панировочке. Такое ощущение, что уже к десерту приближаемся. Но не тут-то было. Продолжаем дегустировать. На этот раз у нас специальное блюдо от шефа. Здесь вареные кусочки мяса.
Ну, похоже, знаете, вот есть отварной язык. И вот эти вот слайсы, они как раз на это очень похожи. Продолжаем. Я даже не знаю, что это. В сладком соусе. Похоже на рис, но только очень безвкусно. Даже не знаю, что это за овощ такой. Так. Мне кажется, что это, знаешь, вот есть блюдо такое, бамбуковые ростки. И вот это вот очень похоже. Здесь еще приправлено острым соусом, необычным. Для меня все это в диковинку. Но пробовать интересно безумно. Рыбка была в соусе очень похожим на унаги, знаете, вот такой японский, но понятное дело, что это корейская кухня, поэтому немножечко отличается. Все безумно вкусно. Все-таки пришел тот момент, когда мы с Томой попробуем морского огурца. У нас следующий раздел называется «Морские блюда», «Seafood». И здесь у нас получается ракушка и морской огурец. Также это все сдобрено другими небольшими изюминками. Например, вот это вот что-то похожее нечто на грецкий орех, который мы до этого пробовали. Да, как будто грецкий орех какой-то специальной такой скорлупки. Так, ну давайте, может, доберемся до основных, до основного пиршества. Вот это вот у нас морской огурец или это ракушка? Это пока непонятно. Скорее всего, огурец. Не думай об этом, просто ешь. Да, кстати, все это подается вот на такой тарелочке. Это все подогревается снизу. Такая свечечка стоит, поэтому все это сохраняет определенную температуру. Так, ну что-то нечто скользкое. Именно вот это, пока сложно сказать, что это, но это определенно морской огурец. По консистенции он как гриб. Ну, наверное, да, как гриб. То есть попробовать любопытно, но вряд ли вы им наедитесь. Исключительно ради чего? Ради того, чтобы знать, что это такое. Потому что на самом деле морской огурец в Южной Корее достаточно популярное блюдо, да? Мы часто видели нечто подобное, да? Какие-то Я скажу так, я вообще до Южной Кореи не знала, что его едят. А здесь мы видим, как стоят аквариумы какие-то у ресторанов, и там плавают эти огурцы. Вот они плавают, а потом приплывают к вам специальное меню, деликатес. Все это сдобрено соусом. Соевым. Да, соевый соус здесь определенно. Ну, он такой сладкий соевый соус, опять же, наверное, похож на тот предыдущий, который можно было подумать, что это унаги. Нечто среднее. Есть еще вот такое вот здесь. Я вообще подумала, что вот это вот коричневый, на самом деле, морской огурец, а вот это больше на ракушку похоже. Возможно. Ну, огурец, выглядит, конечно, знаете, как, я бы назвал это вялый чернослив. Итак, операция «Вялый чернослив» идет в рот. Это как прошлый гриб, только более мягкий. Вот так. Но насладиться этим вряд ли у нас получится. Все-таки для нашего русского человека весьма специфично. Но что-то уже, что не откусываю, уже вот любую беру, уже все на грибы похоже, на мягкие. В общем, выглядит вот так вот. По вкусу гриб. Мы разобрались окончательно в этом блюде. Это у нас абалони. Это что-то типа ракушки, на вкус она похожа на морской гребешок. Ну, лично мне так напоминает, и мне она понравилась. По вот этим сухофруктам я не совсем поняла. Снизу у нас действительно гриб, вот этот вот маленький. А это морской огурец, и я его еще не пробовала. Давайте попробуем. Ну, я не знаю, знаете, вот сознание того, что это морской огурец, ну, как-то неловко, что ли, не знаю, просто выглядит не очень красиво. Но вот абалонь прям для меня топчик, вот это мне понравилось. Нам принесли наше следующее блюдо. Это супчик, который подогревается. Специально здесь горелочка имеется. Так, давайте пробовать. Он состоит из овощей, креветки, потом вот это вот опять абалон, то есть местная такая ракушка интересная, называется вот так вот. Так, ну и какие-то овощи, которые я уже сказал, здесь разные есть.
бульончик. Кстати, он Варён. еще смешивается с соусом. Видел? Соус отдельно подают. Соус. А это не это к супу? Да. Это к супу. Хорошо. Ну, давайте пару ложечек возьмем. Вот так вот раз. Потом возьмем привычную нам морковочку. Омлет, по-моему, там, да, еще? Да, омлет. Это по твоей части как раз. Ну и у нас у каждого по подобной порции супчика. Вот это вот ракушка, видимо, как раз это оболон. Здесь есть и грецкий орех, какой-то лучок крупно порезанный. В общем, креветочка одна к вашим услугам. Так, давайте попробуем это все дело. Соус. Все-таки рекомендуешь, да? Да. Давайте сначала попробую соус. Допустим, соевый, наверное. Да, вот это вот наш стандартный а-ля соевый, а-ля унаги, такой сладенький. Ну давай. Соус тоже добавили, будем считать. Для начала бульончик. Ничего. Похож на куриный, только из овощей и морепродуктов. А так, бульончик стандартный. Ну, вот эти все ракушечные дела, это все-таки больше по твоей части. Тебе должно понравиться. Я вот из морепродуктов, наверное, больше всего люблю креветки. Ну, вон там еще гребешок, тоже любишь, и омлет бери. Омлет не из морепродуктов. Так, потом мы еще попробуем морковку. И бульончик. На этом дегустация супа закончена, но мы продолжим, потому что нам принесли еще кимчи. Вот так выглядит. Капуста, кимчи. Выглядит, конечно, как произведение искусства. Вот супчик у нас 2, а кимчи у нас 1 порция. Но это и правильно, потому что... Да, она большая такая. Да, очень большая, поэтому они на самом деле все правильно понимают. На самом деле супчик тоже может был 1. Кимчи. Открываем, раскрываем. Ну, что, собственно говоря, мы сразу давайте и пробовать. Давай. Тоже больше по моей части. Да, я еще, наверное, попробовал внутри кимчи, а здесь еще лук. Поэтому, скорее всего, мне попался еще лук. Давайте теперь попробуем саму капустку. Она как бы, знаете, получается как лук, фаршированный кимчи здесь. Интересно. Так, до этого попался лук, значит, скорее всего, мне, да? Даю последнюю попытку кимчи, чтобы мне понравилось. Ну, сразу. Давайте. Последняя попытка все-таки, поэтому... Большой кусман, да? Ну что ж. Я рад, что у кимчи есть свой зритель, любитель. Но мне, конечно же, данный южнокорейский продукт не очень заходит. Я больше люблю вот такую капустку, знаете, свеженькую какую-нибудь, да, в салатиках. Да он даже особо, знаете, вот эти огурцы маринованные с помидорами не ест. Я вот за обе щеки. Да, здесь все-таки вот этот маринад, когда такая кислота. Вот я люблю остроту, а вот кислоту не очень. Поэтому оставлю тебе должно понравиться. Вот, супчик я попробовал. Ждем основных блюд. Друзья, мы еще даже не подходим к финалу, поэтому впереди нас еще ждут основные блюда. Герой ничего не понимает. Классный острый кимчи. Мне очень нравится, когда, знаете, вот не мягкие, а именно сохраняют свою структуру. Вкуснятина. Перед основным блюдом нам принесли щербет. Видимо, у них не считается это за десерт. Это считается, как, знаете, такая мини-пауза между закусками и основными блюдами. Ну что ж, щербет похож как разбитый лед со свежей клубникой. Даже встречаются, видите, крошки клубники. Ну что, добрались мы до главных блюд. Да, переходим, ну, так сказать, выходим на финишную прямую. Это у нас ребрышки. Ребрышки с грибочками, подается также салатиком. Давайте-ка попробуем. На самом деле, вот одно ребро было, оно уже, видимо, отделилось от мяса. Поэтому мясо здесь отдельно. Еще под мясом здесь, по всей видимости, лук. Да, мы видим, лучок. И снизу, как всегда, шкварчит, бежит огонь. Порции небольшие у всех блюд.
Ну, когда этих блюд больше 10, то Есть шансы наесться. есть шанс, есть шанс. Ну, давайте, первый вкус этих ребрышек. Немножко странно, что обычно мясо с ребер, оно очень мягкое, нежное такое, знаете, рвется. Так это же свиное, а говяжьи Да. они другие. Это же говяжьи ребра. Это говяжье, да? Да, Мгм. они не такие должны быть. Оно должно быть мясо именно тверже. Да, оно поэтому жуется, то есть оно получается вот такой консистенции, вот именно чтобы пожевать немножко. То есть оно не твердое, не то, что там какие-то еще что-то, но оно именно вот... Мгм. Именно пожевать. Но соус очень вкусный, густой, поэтому претензий у меня к этому блюду нет. Салатик давайте еще возьмем. Вот это я понимаю. Вот это кимчи по-русски. Вот просто капусточка, листочки. Мне вот свежие овощи нравятся гораздо больше, друзья. Поэтому тут либо Правда, это не капуста, а салат айсберг, но... салат, айсберг, да, капуста, то есть, неважно. Здесь, кстати, все равно подается какой-то заправочек некий, потому что, вот видите... Ты можешь смешать. Красный, да, листочек такой здесь. Если немножко помешать, то заправочка образуется у этого салата. Здесь получается очень много зелени разнообразной. Ой. Съел что-то похожее на крапиву. Очень странно. Давайте вернемся все-таки к ребрышкам и продолжим поедать основное блюдо. На выбор у нас было 2 блюда из раздела Сурасанг. Я не знаю, что это такое искренне. Если вы знаете, напишите обязательно. Но это уже перед десертом, друзья. Это подходим к финишу. Ну, можно сказать, что это главное блюдо, наверное, я не знаю. В общем, заказала сама не знаю что. Было написано, что это нудл. Ну, я никогда не видела такой нудл. Здесь у меня... Да, на нудл, давайте-ка поближе посмотрим. На нудл, правда, Как будто редька. не очень похоже. Тут мясо отварное. Мне сказали, перед тем, как пробовать, нужно добавить вот эту штучку. Я не понимаю, зачем тогда один добавить, если все равно сюда все добавлять. Давайте чуть-чуть я добавлю. Попробовать в любом случае нужно. Так, знаете, необычно... И горчицу надо еще добавить, мне Да, кажется, так говорил. необычно, когда ты пробуешь, сам не зная чего. Конечно, корейская кухня — это пока для нас что-то новенькое и не распробованное. Ну, может быть, до нудла Это- не добралась еще? Это знаешь что? Это редька дайкон. Ну да. Абсолютно вкусная, Мгм. свежая, как маринованная. Но я не знаю, почему называют это главным блюдом. Для меня это, знаете, как салатик. Блин, ребята, это максимально странно. Блюдо, оно прямо из холодильника. Это, знаете, вот есть у нас холодные супы, да, типа окрошки, еще что-то. В Корее тоже есть суп холодный, называется кукси. Вот, может быть, это что-то вот с этим похоже, но я еще кукси ела давно уже не помню его вкус. Забавно. Действительно неплохо. Это действительно, знаете, как холодная окрошка, но ингредиенты корейские. Свежее мяско, огурчик, дайкон, нудл. Интересное сочетание. Один раз попробовать точно интересно. Итак, господа, звучит финальный аккорд нашего ужина. Это значит, что переходим мы к финальному блюду. Если в Томочке был нудл, то у меня это рис, который мы добавляем вот такой вот некий чан, в котором уже есть различные закуски, похожие на те, что у нас были в начале. Помните, вот эти 9 закусочек? Здесь и огурчик, и морковка, и грибочки, и какие-то бобы, что-то еще. В общем, сюда добавили рис. Сюда мы взяли соус. Вы думаете, мы сами догадались? Ни в коем случае. Когда нам приносят блюдо, нам обо всем рассказывают. То, что вам нужно сюда это положить, смешать, так вот попробовать. Поэтому мы, соответственно, так и делаем. Нам говорят, мы делаем, правильно? Вот смотрите, получается вот такая некая кашица. Вот это вот все мы перемешиваем, пытаемся, по крайней мере, перемешать. Рис, надо сказать, очень липкий. Я думаю, Как для роллов. для приготовления, да, роллов и суши он очень пригоден. Так, пошли активнее делаем. Слушай, а ты, активнее. оказывается, нормально готовишь, тебе надо почаще дома. Да, кулинарные Просите курсы с Кириллом из Big Trip Vlog. Итак, это мы доделали. Вот это вот мы не добавляем. Это отдельно. Все, я рад. Не знаю, что это за бульончик с капусткой, но, по крайней мере, вот этот дамплинг я точно съем. Итак, пробуем рисок и заправочку. Да, вполне
Вполне. Вот, острая, кстати, очень заправочка. Я туда махнул ложечку, такую, знаете, с горочки практически увидел. Можно было поменьше. Но получается рис, получается как основное блюдо. То есть мы сначала думали, когда нам принесли, вот он был похож на суп. У меня был похож тоже на суп, если туда добавлять воду. Но нет, никакого супа. Это просто рис с различными овощами, в специях. Но... Это как боул, можно сказать, да? Да. Типа боул. Да, как азиатские вот эти боулы. Да, только острые. Только острые и с овощами, не сладкие. Ну, дамплинг, да, видимо. Ну, я надеюсь, что это дамплинг. Вряд ли меня чем-то еще можно удивить. Скорее всего, со свининой, либо, в крайнем случае, с говядиной. Итак. Ну. Что такое? Да нет. Да. Дамплинг с мясом. Просто выскочил. Вроде как свининка. Похож на наш пельмешек. Неплохо. Один плавает здесь такой в супчике. Почему бы его не съесть? Да это просто бульон, видимо, так же, как и вот это вот, знаешь, типа капуста у тебя плавает, это тоже не суп, скорее всего, а это маринад к этой капусте. Маринад к чему? Ну вот то, что у тебя плавает? Капуста ну, да, просто. Ну, там капуста и лучок. Ну давайте вот капусточку, допустим, вот маленькую возьмем. Ой. Маринадом даже сложно назвать. Просто как будто вода, но очень холодная. То есть как будто, знаете, специально вот ледяную воду налили, и в этой ледяной воде плавает капустка. Ну, оригинально, подождите, дайте-ка еще. Мне даже это нравится, мне это даже больше, чем кимчи нравится. Это вот с самого начала. Это вот такая вот легкая капустка в легком маринаде. Собственно говоря, вот мы и попробовали, а теперь ждем чай-десерт. Итак, господа, десерт. Что же ели на сладкое императоры, короли в Корее? Сейчас мы это узнаем. Ваш листочек. Уж листочек я пробовать не буду. Это дыня. Хрустящая, вкусная дыня. С удовольствием я съела. Виноград. Дальше у нас начинаются более интересные Да. вещички. Не знаю, что это такое. Но будем пробовать. Будем пробовать. Ну, знаете, если бы я закрыла глаза и стала пробовать эту штучку, я бы сказала, что это что-то типа мармелада. Но только чуть более жесткий. Сладкий. Какого-то определенного вкуса не имеет, именно вот мармелад. Следующее. Это тоже как будто бы какой-то вяленый фрукт. Не могу разобрать, что это. Еще скажи, что нам чай принесли. Правда, немножко. Фруктовый. Да, и он холодный. Холодный? Ничего себе. Холодный, сладкий чай. Думаю, Кириллу он понравится, потому что Я люблю торчиты. меня это больше похоже, знаете, как не чай, а как морс. Видимо, в Корее принято, да, как-то в конце ужина пить холодный чай. Именно, не морс. горячий, да. Это вот ягодный морс, честное слово. Так. Пробуем следующее. Ну, я не знаю. Тыква? Нет? Я не понимаю вкус, знаешь. Вот есть как этот как поридж холодный, вот что-то Каша? типа пудинга. Типа Пудинг? да. Дай-ка мне попробуем. Типа пудинга. Просто что-то яблочного пудинга. Причем с такими прям, знаете, внутри чувствуются эти яблочки. Я бы сказала, что это как из разряда, как детское питание, потому что я такое не очень люблю. С абрикосовым вкусом. Абрикос там. Да? Угу. Похоже на вот эти вот сушеные абрикосы наши. Наверное, да. Ну, только в консистенции пудинга. Это я уже не яблочко ем, потому что это похоже на пахлаву. Это корейский снэк. Вот это единственное, что я запомнил, когда нам объясняли, он сказал корейский снэк. Ты знаешь, это сладкое, но такое чувство, как будто это готовят в сочетании с соевым соусом. Вот это, наверное, один из моих фаворитов на этой тарелке. Просто реально как пахлава. Ну, на самом деле мы еще не попробовали последнего дружочка, вот этого темненького. Давай попробуем. О, thank you so much.
Периодически к нам подходят официанты, что-то рассказывают, показывают, и тут они нам сделали открытку. Сначала написали наши имена, чуть позже нас сфотографировали во время ужина, и теперь нам подарили. Давай еще немножко покажем. На открытке написано: спасибо за визит, надеюсь, вы хорошо провели время. Ну, время мы действительно хорошо проводим, друзья. Вот так это все выглядит. Вот мы с Томочкой здесь вдвоем проводим время на фотографии. Отложим. Ну и давай по последнюю вкусняшку. Вот пока не сбили с мысли, я попробую, конечно же, обязательно эту штучку. Хочу сказать вот что. Вы знаете, бывают такие рестораны, в которые ты приходишь на мастер-класс, что ты готовишь. И вот этот вот ресторан, он тоже что-то типа такого, потому что ты пробуешь абсолютно все новое. Некоторых ингредиентов не знаешь. Это такое интересное сочетание. Вроде бы ты и ужинаешь, вроде бы ты пробуешь что-то новое, что-то узнаешь новое о стране. Поэтому такой опыт действительно интересен. И если вы хотите знать стоимость нашего ужина, напишите в комментариях, и мы вам ответим. Так, ну и попробуем. Это получается у нас водоросли, внутри кунжут. И все в сочетании с медом. Шикарная прогулка по Сеулу, шикарный ужин. Мы, как всегда, оставляем точки в описании на все локации, где мы бываем, также на ресторан, который крайне вам рекомендуем. Пробуйте все самое новое и интересное, впитывайте культуру этой страны. Всем до новых встреч, всем пока! Всем пока, ребята!